В CS2 наконец-таки вышло обновление, которое анонсирует медаль за 2024 год. Оно имеет немало утечек и с одной стороны хорошие новости, а с другой плохие. И весит это чудо почти 2 гигабайта. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию Top Skins, на котором реально можно выбить хороший дроп, отдавая свое предпочтение либо открытию кейсов, или же проапгрейдив уже существующий скин. Ну или на крайний случай создать свой контракт. А использовав мой промокод, можно получить 40% к пополнению. Сайт, кстати, полностью прозрачный, и вы можете убедиться в этом сами, проверив любую игру, которую предоставляет Top Skins. Тем более, что ребята давно находятся на рынке и заработали свою репутацию. Ну а также на сайте появилась открытая реферальная система, где вы можете заработать вместе с Top Skins. Так что не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, предлагаю начать с изюминки данного обновления, а это медалька за 2024 год, которая имеет 6 уровней и будет доступна 1 января 2024 года. Так что если вы потерпите и придержите свой 40-й уровень, то сможете ее раньше всех получить. И как всегда, выглядит данная медалька шикарно. У разработчиков никогда не было проблем с годовыми медалями. К сожалению, по большей части обновление с анонсом медальки и ее предварительная загрузка в игру означает, что это было последнее обновление в этом году. Ну, по крайней мере, какого-либо обновления с контентом. Но есть, естественно, небольшие нюансы. В прошлом году обновление с медалькой не было последним, а контента в целом в игре с момента релиза вообще-то не было. Так что еще можно немножечко помечтать о каком-нибудь ивенте. Да и учитывая то, что из обновленных файлов меню панорамы мы узнаем, что разработчики что-то для нас готовят. Во-первых, был изменен участок кода, связанный опять же с запретной зоной. Так еще и в придачу куча подозрительных участков меню, которые могут быть связаны с каким-либо ивентом. Заранее говорю, что это лишь мое предположение. Тем более, что как обычно они затерли все свои следы махинаций над этими файлами. Но как и в прошлый раз, контрольная сумма этих же файлов была изменена, а значит над ними работали. Конечно, было бы чудесно, если бы они замутили какой-нибудь новогодний ивент, но реальность может быть жестокой, и мы получим что-то стоящее лишь после Нового года. Так что, ребята, поживем увидим. Помимо этого, в файлах игры засветилось 2 материала, связанных с будущей картой Train. К сожалению, неизвестно, решили ли они ее полностью переделать, ведь в трейлерах CS2 мелькал обычный порт наподобие карты Nuke. Но давайте уже наконец-таки перейдем к официальному списку изменений данного обновления. Обновили карты Ancient и Overpass, добавили эффект падающих гильз для дробовиков, сделали так, что при покупке какого-либо дополнительного оружия, если уже занят слот, оно падает перед покупателем. Исправлена ошибка, которая не позволяла запускать и просматривать старые демки. Исправлены также многочисленные дыры, которые позволяли вместо текста использовать какое-либо изображение. Ну вы поняли, тот самый баг, когда можно было вместо никнейма поставить какую-либо картинку в голосование. И благодаря всей этой движухе разработчики еще и усилили защиту игры и защиту запакованных файлов в ВПК. Так мало того, еще и локализацию текста переместили в запакованные файлы. В общем, вся эта движуха привела к очередным ограничениям в плане моддинга для основной игры вне Папака Донс, что очень печально и прискорбно. Репрессии, господа. Также разработчики добавили возможность добавлять друзей по коду и внедрили отображение многочисленных приглашений в лобби. Вот такие вот дела, ребята. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!